Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у меня продолжение работы. Буду декорировать вот такую филигрань. Подробно расскажу про стразы и, конечно, как работать и где их приобрести. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я работаю над этими заготовками. Продолжение работы над комплектом. Цвет Тиффани, такой более яркий. Подготовила уже бантики, еще не приклеены. Бантики у меня сделаны на шаблоне 9 сантиметров. И многие интересовались вот этой филигранью. Филигрань идет размер 7 сантиметров на 5 сантиметров. И для того, чтобы филигрань хорошо лежала, я немного ее подгибаю. Вот в эту сторону, а здесь наоборот вот так вот чуть-чуть. Вот она получается, видите, чуть-чуть вот такая округлая, чтобы все идеально лежало. Приклеиваю бантики. Я наношу достаточно много клея. И теперь как бы вот так сверху вниз подсаживаю бантик, чтобы, если лишний клей даже есть, то он уйдет вниз, но никак не наверх. Я вижу просто у многих девочек клей, потом он вот сюда вот выскакивает. Такого не должно быть. У меня сегодня работа сразу с двумя шарами. Вот. И придавливаем, чтобы задняя часть ленты тоже приклеилась. Прикладываю филигрань, смотрю, чтобы у меня все ровно, красиво лежало. И теперь можно подшивать. Я вот так подсовываю под низ иголочку. Так, возьму пинцет. Вот таким образом. Прохожу иголкой через ткань. Теперь через вот так просто просовываю, чтобы мне снизу иголочкой подходить, потому что невозможно иголочку подогнуть. Есть, конечно, такие круглые иголки, но у меня такой нету, поэтому вот так я подшиваю. Вот вы видите, ниточка вот здесь затянулась. Снова я прохожу через филигрань. И несколько раз закрепляю здесь, и затем еще чуть ниже. Я всегда все подшиваю и подклеиваю. И теперь вот так под углом. Извините. Ну что ж, продолжим урок. И вот под углом я выхожу иголочкой, чтобы закрепить чуть ниже. Вот тут я затягиваю. Снова прохожу иголочкой через филигрань, чтобы нитка вот так под низом была. И прошиваю вот здесь. Тоже несколько раз это делаю, чтобы все закрепить. Конечно же, я потом подклею, но для начала обязательно надо пришить. Много раз повторяю, что филигрань я и пришиваю, и приклеиваю, но все время спрашивают. И продолжаю, закрепляю и обрезаю нитку. Так, как я закрепляю? Вот я беру вот эти ниточки, прохожу иголочкой почти до конца и делаю как бы узелок. Один и второй. И просто теперь иголочку прячу. Вот здесь выхожу и подрежу. Так как там будут стразы, этой ниточки не будет видно. Вот таким образом. Для декора буду использовать вот такие стразы с напылением. Просто невероятный блеск. И в сочетании с любой тканью они как бы приобретают цвет ткани. И немного вот таких белых. И вот раз у меня тут сочетание золота, поэтому стразы брала у Виктории. Можете ей вот все показать. Она все свои размеры знает. И также буду использовать клей Е6000. И начинаю работу с нанесения клея. Сейчас я работаю как бы сразу над двумя игрушками, поэтому и наношу клей сразу на две заготовки. Так, вот здесь мне чуть-чуть побольше надо. И сразу наверх. И подклеиваю сюда страз чуть пониже. Поменьше, я его чуть ниже подклеиваю как бы и затем поднимаю вверх, чтобы клей ушел вверх. Вот видите, накладываю
и поднимаю его вверх. Здесь у меня побольше. Вот таким образом. Выравниваю все. Тоже чуть-чуть подальше и затем пододвигаю, чтобы клей как бы между ними оставался и подклеил стразы между собой. Сейчас покажу вам, вот так выглядит сверху и вот так выглядит сбоку. Видите, у меня камни не торчат, на одном уровне находятся. Вот, нету таких всяких ступенек. Вот именно так и должно быть. И дам немного закрепиться, чтобы подклеить боковые стразы. Следующие стразы я наношу клей именно на страз. Вот на вот эту часть. Вот так обильненько наношу. И подклеиваю. Почему именно на страз? Чтобы не испачкать как бы ткань вот здесь под низом. Я наношу достаточно много, и этого вполне хватит, чтобы подклеить как бы все, чтобы держалось. Да, очень аккуратненько, может все соскользнуть, поэтому все очень аккуратно делаем. Стразы прямо садятся вот сюда на филигрань. Все поправляем. Вот, и даем немного закрепиться. Теперь я буду подклеивать вот эти стразы. Эти чуть побольше, чем я обычно использую. Как бы вот тут есть поменьше. Где они у меня тут? Так, потерялись. Вот эти чуть побольше. Размер точно я не помню, но Виктория знает. И здесь я уже точечно наношу клей, так как мне надо подклеить. Ну, и чтобы не было видно клея. Так, и сразу наношу клей на вторую. Еще чуть-чуть. Вот видите, как бы я палочку чуть-чуть надавливаю и как бы ее вытираю. В этом случае клей у меня не так сильно тянется. И подклеиваю вот эту стразину. Вот ровненько укладываю все. И на второй. Вот. И сейчас клей уже нанесу вот сюда. Так, сейчас протру. Так. Вот что-то ко мне прицепилось. Всякие блесточки, ниточки. Вот видите, я набираю и вот так. И как будто прокручиваю и убираю. Да, клей все же чуть-чуть тянется, но не так сильно. И тоже многие мне задают вопрос, сколько клея наносить. Это все, можно сказать, познается на практике. Поэтому надо работать. И теперь укладываю вот таким образом. С одной стороны и с другой стороны. И также поступаю на второй игрушке. Сейчас я стараюсь больше работать одновременно. Вот если у меня две заготовки в комплекте, то сразу с двумя. Так получается все намного одинаково, так скажем. Потому что когда работаешь с одной, как бы что-то забывается, пока я там снимаю урок, еще что-то. Ну и иногда бывает, что не совсем все одинаково. Конечно, не так заметно для тех, кто просто смотрит, но для тех, кто делает, это, конечно, заметно. Вот здесь мы стразы вот эти опускаем чуть ниже, и получается, что уголок вот этой стразины совпадает с этой, а вот эти как бы они поддерживают ее. И у нас этот уголок уходит вниз. И вот вы видите, ничего там как бы нечему цепляться. Если вот учитывать эти мелочи, то раскладка у вас будет как бы ровная, без каких-то лесенок. Изначально я думала сюда приклеить две вот такие маленькие стразины. Вот как сделала в этом случае. Но я примерила вот такие побольше. И они просто идеально туда садятся. Поэтому именно их я буду и подклеивать. Также беру зубочистку, клей, вот так протираю прямо и наношу вот сюда
на все вот эти выступающие грани, где мой страз будет держаться. С одной стороны и с другой стороны. Очень важно подклеить страз, вот где он просто ложится, со всех сторон. Так, убираю клей. И вот таким образом. Очень много блеска. Камни так красиво играют, я просто в восторге. На макушку сюда я приклею белую стразину. Она у меня плоская. Я совмещаю как бы и плоские стразы, и не плоские, потому что многие задают вопрос, какие именно стразы. Если правильно их укладывать, то как бы не видно большого различия. Ну, очень красиво. И сейчас буду украшать вот здесь. Низ я решила задекорировать вот здесь белые фигурные стразы. Наношу клей сразу. Стараюсь очень аккуратно работать. Да, и многие меня спрашивают именно про этот клей. Я его покупаю в Америке, когда-то именно американского производства. Когда-то покупала в Китае, но он желтеет. Как бы это не было как бы разочарованием, но именно вот китайский он желтеет. Поэтому, ну не знаю, не могу советовать брать, не брать. Возможно, что-то зависит от погодных условий. Возможно, так как в Испании очень влажный климат, погода, у меня он как бы пожелтел. Не буду говорить за все случаи, но вот случай именно со мной, который произошел. И теперь сюда я буду приклеивать плоские стразы и возьму золотые. Здесь у меня сочетание золота и серебра, именно серебряных кристалл камня. И вот такая красота получается. И вот такая красота у меня получилась. Я даже не знаю, какие теперь мне нравятся больше. Или в серебре, или в золоте. И то красиво. Сейчас я оставлю все это у меня закрепиться. Затем подрежу бантики и подклею перья. Многие подклеивают перья и затем клеят стразы. Я предпочитаю наоборот, так как клеем можно где-то что-то зацепить и перья просто склеятся. И теперь немного про размеры страз. Честно сказать, я сама всех размеров не знаю. Я просто беру, вот у меня самые большие, чуть поменьше, еще поменьше и еще поменьше. Все эти размеры есть у Виктории, поэтому можно ей сказать. И также само вот эта капля, ой, не капля, а кошачий глаз, или как его назвать. Тоже беру вот размеры, и они у меня все всегда есть. Как бы в любой филиграни их можно использовать. И теперь подрезаю бантики. Бантики подрезаем как бы по чуть-чуть, если вам кажется длинное, и еще чуть-чуть. Если вы отрежете сразу, то потом вам уже обратно не прикрепить. Или менять бантик, или оставлять как есть. Многие говорят, что обрезали слишком коротко. Что делать? Но, к сожалению, в случае, если вы обрезали слишком коротко, только поменять бантик. Работаем нижней частью огня, не верхней, а нижней, чтобы лента у вас не почернела. Что касается перьев, здесь я использую два оттенка, и они между собой как бы очень хорошо сочетаются. Поэтому я отрезаю небольшие отрезки, ну тут где-то сантиметр-полтора. Так, мне надо 4, как бы два таких, два таких. Что касается перьев, то перья я подклеиваю между собой, но клей наношу вот сюда на край, так как вот эту ленту я затем подрезаю, чтобы клей немного выступил на сами перья и склеил их между собой.
Вот таким образом. И теперь прижимаю чем-то холодным. В данном случае у меня пинцет. И вот вы видите, что здесь у нас как бы это лишнее отрежется, а между собой все склеилось. Здесь уже кому как нравится. Светлая сторона внутри, вот это снаружи, или наоборот. Наношу также клей на край и подклеиваю. Именно сами перья. Эту ленту мы все равно подрежем. Как бы всю лишнюю вот эту часть надо отрезать. Оставляю вот чуть-чуть, вот так. И теперь я буду наносить клей вот сюда. И затем аккуратненько вот так отодвигая тут. И именно подклеить вот туда вовнутрь. Вот таким образом, чтобы не испачкать бантик. Поэтому надо работать очень аккуратно. Вот так отодвигаю все и подсовываю вот туда. И даю закрепиться. И вы посмотрите, как красиво перья ложатся. Они, ленты не видно, и как будто они вот торчат изнутри. И красиво расположились. И вот такая очередная красота у меня получилась, и мне очень нравится. И мне задали вопрос: Наталья, вы делаете елочные игрушки круглый год? Да, сейчас получается именно так. Делаю игрушки круглый год. У меня уже есть свои клиенты, которые каждый год обновляют или дозаказывают что-то новое. Поэтому даже не получается перейти на что-то другое или очень мало делаю, но вот получается, что именно елочные игрушки у меня пользуются спросом круглый год. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Постаралась все подробно вам показать и объяснить. Если есть вопросы, пишите в комментарии, я всегда рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.